Уже в течение 3 лет я и люди, которые этим занимаются, вот этим делом интеграции на евразийском пространстве в области молодежной политики, участвуя в разных проектах, все больше и больше склонялись к тому, что у нас все-таки больше общности, нежели различий. Я сам уже много лет, в принципе, занимаюсь и общественной деятельностью, и в бизнес-структурах работал, и, в принципе, имею свой бизнес. Более внятно понимаю, когда идет дело о каких-то идеях и как это реализовать на практике. И когда уже много-много молодых людей прошли через наши проекты, а это уже более 1000 человек однозначно, даже, наверное, уже несколько тысяч за эти 3 года прошли, и люди в один голос все заявляют, что давайте сделаем что-то общее, давайте объединимся. То есть в данном случае нужно понимать не только объединение, там все боятся, многие люди боятся того, что мы хотим воссоздать Советский Союз и так далее. То есть это не так, это неправильно. Мы просто молодые представители поколения, молодое поколение наших стран, мы хотим уже новой генерации и идеи, чтобы новое поколение, которое уже родилось, либо на границе, как уже было сказано, на стыке развала Союза и образования независимых государств, либо уже в новых независимых государствах, и уже ассоциации не с Советским Союзом, а уже со своими государствами, со своими народами непосредственно, и уже все-таки учитывая многовековой опыт сотрудничества наших стран, приобщить к новым идеям молодежи, которая создает новые идеи, новые программы, новые проекты, это все как-то скоординировать в одно большое целое и действовать сообща. Потому как когда каждый действует по отдельности, получается режим сломанного телефона, когда многое, что уже придумано, необходимо придумать заново и так далее. И тут пытаемся создать самый короткий путь для координации действий и для неповторения ошибок, которые можно сделать при реализации одних и тех же проектов. И тем самым создать общую структуру, которая позволит каждому молодому человеку проявить свой потенциал вне зависимости от того, чем он занимается и сколько ему лет, в какой стране он живет. Я вот сам представитель непосредственно одной из республик Северного Кавказа, и могу сказать, что молодежь не только Северного Кавказа, но и всего Кавказа в целом очень активная, наверное, даже одна из самых активных представителей именно вот Кавказского региона. Они готовы интегрироваться, готовы изучать культуру других народов и показывать свою культуру во всех сферах. И это радует. И одна из главных, в том числе и целей, чтобы именно вот эти стереотипы того, что в том числе и кавказские народы не могут интегрироваться в другую культуру, о том, что межнациональные отношения такие напряженные, там, в том числе и с представителями кавказских народов. То есть вот эти стереотипы разломать и показать, что все открытые народы. Вот недавно проходил проект «Студенческая весна СНГ на Кавказе», именно в городе Нальчике, в моем родном городе проходил проект. И там все как раз убедились в том, что это одна из прекраснейших площадок, где можно непосредственно дружить и показывать общие ценности, где таджик и узбек, где армянин, азербайджанец, где русский и кавказец, где все за одним столом, на одной площадке, за одними, так скажем, общими делами показывали свои культуры и свою неповторимость, но в то же время свою целостность и единство. И это тот аспект, который необходимо использовать, ведь если мы не будем использовать наши общие ценности, то это используют другие люди, и не для хороших целей, так скажем. И именно там, где нету понимания общности, начинает появляться общность понимания именно межнациональной розни, где на этом играют нехорошие, так скажем, люди, структуры и так далее. Те, кто пытается именно непосредственно это использовать, как это мы видим на Кавказе, да, в моей же родной республике Кабардино-Балкарии, где она была одной из самых спокойнейших вообще регионов в стране. Сейчас такая напряженность, то я не могу сказать, что там как в СМИ говорят, что стреляют каждый день, да, это безусловно не так, но все-таки вот общая напряженность, она чувствуется, и чувствуется с точки зрения того, что никто не знает, чего ждать и с какого подвоха и откуда. И в том числе и именно из-за таких действий упал приток туристов в республику, а это непосредственно уже касается каждого жителя республики, который на этом и на жизнь себе зарабатывал, и привлекательность региона падает в общем для инвестиций и так далее. И это может ждать каждого,
как отдельности региона России, но и как отдельно страны непосредственно на евразийском пространстве, потому как вот эти структуры, которые на этом зарабатывают политические и экономические бонусы на этих вопросах межнациональной розни и, так скажем, недопонимания между людьми, эти структуры, они есть везде и готовы, только ждут моментов для того, чтобы это реализовать. А вы чувствуете, что можете себя им противопоставить? Мы чувствуем, что мы не только можем это сделать, но мы должны это сделать, потому как я хочу, что в будущем, да, если у меня будут дети, чтобы они жили в спокойной стране, чтобы они дружили с другими народами и могли показывать свои лучшие стороны, при этом умели восхищаться лучшими сторонами других людей.